Всем привет, вы смотрите Аскроллер. В этом видео вы узнаете, нужно ли двигать раму. Многие задаются вопросом, нужно ли это или можно купить раму с заклепками, а не болтами. Но сейчас я расскажу, почему все-таки лучше выбирать с болтами. Вкусный кофе, рецепт на моем канале. Итак, что я сделал? Я покатался на роликах других фирм и обнаружил, что на этих роликах у меня нога заваливается вовнутрь при отталкивании, особенно если отталкивание достаточно длинное, то есть с большой амплитудой. Под конец у меня нога прям вот так вот заваливается сильно. И дело все не только в мышцах. Здесь не очень хорошая поддержка. И если у вас не очень хорошая поддержка и мышцы слабые, у вас все время будут ноги неэффективно работать. Чтобы работать эффективнее, можно купить нормальные ролики, у которых нормальная рама стоит по центру, у которых передается нагрузка от вашего давления идеально. Так как это на моих других роликах PowerSlide Zoom. И что еще обнаружил? Я катался на этих на 3х110 колесах и на PowerSlide Zoom на 3х110. И мне было комфортно на PowerSlide. Здесь не очень. Все потому, что рама стояла по центру. То есть, так как производитель сделал центр, я придерживался этого, я думал, что это нормально. На самом деле это не очень работает. Спустя 9 лет я все-таки после опыта катания на других роликах понял, что можно попробовать чуть-чуть сместить ближе к центру раму. Я думал, что будет нога заваливаться потом при перебежках на внешнюю сторону больше. На самом деле нет. Здесь гораздо легче контролировать мышцами завал на внешнюю сторону, чем на внутреннюю. Давайте посмотрим, что я сделал, чтобы вспомнить, насколько я сместил раму. От центра это буквально миллиметр, может даже меньше, чем миллиметр, но на самом деле это сработало. То есть в паре с хорошими колесами у вас отталкивание получается гораздо более мощным, и катание становится более эффективным и длительным. Вы не устаете так, потому что у вас работают сбалансированно все мышцы ноги. Когда я катался на старом сетапе, если так можно сказать, когда у вас рама по центру, то у меня начинали иногда болеть колени. Все это потому, что стопа устроена таким образом, что нагрузка ей нужна равномерная. При отталкивании, если вы отталкиваетесь, у вас нога заваливается, у вас колено вовнутрь ходит еще тоже автоматически. Короче, вся нога работает неправильно, нагрузка совершенно иная, вы убиваете суставы в дальнейшем. И стоит, вероятно, попробовать сдвинуть рамы, если у вас тоже есть проблемы с отталкиванием, если они у вас получаются не настолько эффективными, не настолько красивыми, как бы вы хотели. При этом, конечно же, стоит учитывать технику отталкивания. Желательно начинать ее с внешнего ребра, переходя на внутреннее, как это было в нашем видео недавнем. Конечно же, это не решит все ваши проблемы, вам придется все-таки оттачивать технику, но соблюдать технику гораздо проще, когда у вас четко рама стоит по центру. В смысле, по вашему центру нагрузки. Не ту, которую производитель заложил в ролике, поставив так раму. Кстати, здесь нет никаких обозначений, как она должна стоять по центру. Я всегда ориентировался на отступы со сторон в пазе, в котором болт. Получается, насечки помогают. Насечки все-таки это важная штука. То есть, если вы покупаете ролики PowerSlide, там уже они есть. И если вы покупаете другие следующие ролики PowerSlide, и вы изменяли настройку, то вы можете повторить ее. Здесь это не работает, здесь вы на глаз все это делаете, но на самом деле все это работает достаточно просто. Миллиметр попробовали сместить, работает, наслаждайтесь. Напишите в комментариях, использовали ли вы когда-нибудь смещение рамы и помогло ли это вам.